Всем привет, дамы и господа, вы находитесь на канале Deep Russia. Сегодня мы с вами будем собирать березовый сок. Начнем вот с этой вот березки. Что у меня есть? Вот такие вот трубочки из-под ручек шариковых, 7 баночек маленьких по 0,5 по 0,7 и одна большая, в которую мы будем сливать. Так, забыл я воронку принести, конечно. Ну ладно, без воронки сольем. Да, с воронкой целый полтнулся. Думаю, что забыл? Воронку забыл. Ладно, мастырим. Так, ну что, начало капать. Первая баночка начала наполняться. Так, а вот и вторая баночка пошла наполняться. Ну, капает довольно медленно, но... Я так понимаю, это начало сокодвижения. Вон там у нас первая баночка, вот это вторая баночка. Пойдем ставить третью. Так, третья баночка закапала. Раз, два, вот это будет третья. Вот сюда поставим четвертую. Так, это у нас четвертая баночка. Начала капать в такой вот березке. Это третья баночка, четвертая баночка. Вон там вторую баночку видать, и там вон первую не видать ее. Ладно, пойдем пятую ставить. Так, а вот и пятая баночка пошла. Но тут течет медленнее всего, как ни странно. Ну, не течет, капает, конечно. Вон еще 2 банки, и там еще 2 банки. Итого 5 банок. Цветочки у нас пошли беленькие, красивые. Покажу позже, ребят, не сейчас. Сейчас надо еще 2 банки поставить. Так, а вот у нас уже 6-я баночка пошла капать. Ну тут получше капает, чем в предыдущей банке. Предыдущий что-то совсем слабо. Так, ладно, еще одну баночку поставим. И пойдем первую проверять. Так, и последняя, 7-я баночка у нас пошла. Тут, по-моему, капает лучше всех. Ладно, пойдем сейчас первой банки проверить. Так, ну что, господа. Первой березе, кстати, капает медленнее всего. Так, может тут протекает? Нет, вроде не протекает. Не, ну капает потихоньку, конечно. Я уж думал, тут полбанки накапало. Ладно, идем ко второй баночке. Вот у нас вторая баночка. Как тут капает? Ну тут тоже капает довольно медленно. Если так будет капать, ребята, я, наверное, могу пойти пока навоз пособирать. Две банки я проверил. Капает очень медленно. И сейчас еще. Вот лучше всего капает вот в этой банке. Видите уже сколько накапало? Уже где-то одна.
Вот тут капает лучше всего. 1/8 или 1/10. Вот тут шустрее всего капает. Так, я могу сходить пока домой. Или принести еще банок и трубочек. И воронку. Вот здесь тоже капает на 3-й, но тоже очень слабенько. Лучше всего капает вот здесь, вот на 3-й. На красной березе. Тут у нас какие-то цветочки красные. Что это за цветы репси, кто знает? Скажите. Какие-то первые цветочки расцветают. Так. Это у нас была 3-я, 4-я, 5-я банка. Ну, на 5-й банке капает совсем медленно. Но капает. Медленно, но капает. На 6-й баночке получше. Вот на 6-й банке хорошо капает. И мураши тут уже на хлебнике. Сок березовый пьют у нас. Так, ну вечером, наверное, я оставлю все-таки. Пойду вечером, ребят. Сейчас пойду навоз потаскаю. Да, пойду потаскаю навоз. Вечером приду и покажу вам, что тут накапало. Все, пошел я. Ну что, господа, прошел час с тех пор, как я оставил свои банки с березовым соком набираться. За это время я успел пособирать навоз вот с этих полей и отнести вон туда, к своему дому. Это вот мой дом стоит, крайний в селе. Это осиновый лес. Тут я осиновики собирал. Так, банки с березы у меня вон там находятся. Вот это вот Уральские горы такие красивые. Небо шикарное. Все, включусь, когда уже к банкам подойду. Так, а вот и первая баночка. Накапала тут, прямо скажем, с Гулькин, сами знаете что. Даже сливать не буду. Идем дальше. Должно быть побольше. Ну тут тоже еле капает, ребята. Я все-таки солью. Я солью. Так, в 3-й баночке накапало неплохо, как видите. 4-я совсем мало. 4-й на донышке. 5-й уже не, что-то есть, но на донышке. Здесь тоже на донышке. И муравей сидит, наглец пьет прямо с пипетки. Тут тоже совсем мало накапало. Ладно, сейчас все соберем. Кружка наберется, наверное, за часа 2. Так, итак, сколько я набрал березового сока за 1,5, максимум 2 часа. Половина вот такой банки 0,7. Это 350 миллилитров примерно. Это значит, что это с 7 берез. Вот, раз, два,
3, 4, 5. Вон баночка 6. И вон там вот 7. 7 берез, 7 банок, 300 миллилитров, 1,5 часа. Это значит что? Это значит, мне надо в следующий раз приходить поздно вечером.